Всем привет, друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я так и не дождалась солнышка. И вот я включила лампу, хочу показать вам своих красоточек. Перед вами Падова, известная своими нежно-пудровыми лепестками и бело-желтой губой. Она раскрыла свой первый цветок, и у нее уже лопнул бутончик. Размер цветка этой орхидеи 7-8 сантиметров. Орхидейка Сизини. Уже 4-й бутончик раскрывается. Смотрите, какие белые лепесточки стали. А при раскрытии зеленоватые. Как интересно, да? Так, далее. Смотрите, какая красота из бутончиков. Как будто это какое-то украшение. Так украшает цветочки. Прям как будто декор какой-то. Это все бутончики белой принцессы. Она уже раскрыла 2-й цветочек. Посмотрите, какие у него края волнистые. Видите, какой резной край. Да, с таким фокусом трудно что-то увидеть. Вообще красоточка, очень красивая, нежная. Ох, будет красота, когда все цветочки раскроются, все бутончики. Кариночка наконец-то раскрыла свой первый цветочек. Еще не до конца, но в процессе. Раскрытия. Как жалко, что солнышка нет. И там внутри даже какой-то сплэш вот на правом лепесточке сверху. Когда будет солнышко, обязательно вам покажу получше. Видите? Все вместе, как это красиво смотрится. Вообще глаз не оторвать. Супер просто. В прошлом видео я вам показывала, как сделала небольшую перестановочку. Вот у меня теперь все цветущие здесь. Ну, еще есть орхидейки с цветоносами. Потом я тоже их разверну, красиво поставлю. И здесь тоже цветоносики есть у орхидеек. Сегодня обрезала один цветонос правый у орхидейки Касси. Уже отцветает. Долго она держала. 3 с лишним месяца цветочки держала. Какая красота. Давайте еще разочек эту красоточку покажу. Она, кстати, днем немножко ароматит, если прям близко понюхать. А летом, конечно, когда солнышко, уже на половине комнаты пахнет. Так вкусно. Мне очень нравится ее аромат. Тоже такой волнистый резной край. Мне такие орхидейки стали очень нравиться.
Недавно я купила, вот видите, в стаканчике орхидейка. Ее размер примерно 2,5. Это перекрестное опыление орхидей, когда разные сорта орхидей опыляют друг на друга. И получится, что получится. Получится сюрприз. И вот женщина, у которой я купила на Авито, она перед этим продавала цветочек, но я его не успела купить. Похоже на тунис, только с такими тоже краями волнистыми, лепестки. К сожалению, не успела сделать скриншот. Я ту орхидейку не успела купить. Она мне предложила вот эту. Говорит, листья очень похожи. Возможно, это та же самая орхидейка. Вот я ее купила. Она в отличном состоянии. Смотрите, какие у нее хорошие корешочки. Весной я ее пересажу. Перевалю в обычный горшочек. И поставлю в белый поддончик, чтобы она не отличалась от остальных орхидеек. Такая крепкая малышка. Это из фласки выращена. Я уже ее в таком виде купила. Очень крепкая девочка. И вот мне еще надо будет пересадить орхидейку Пастелла Кис. Тоже я ее покупала вот в такой закрытой системе. И не успела пересадить, потому что она все время цвела. Никак не дождусь цветения Хои Белла. Я ее купила осенью прошлого года. И она у меня так хорошо выросла. Но пока еще не цветет. А однажды в поликлинике я увидела эту хою цветущую. Ой, это такая красота, оказывается. Мне так понравилось. Я попросила подойти поближе, мне разрешили. Ой, я разглядела. Еще и аромат такой нежный. Вот жду, когда моя красоточка зацветет. Не знаю, когда они обычно цветут. Арина растит свои цветоносики. Видите, у нее лист желтеет, но это она, видимо, силы отдает цветоносом. Пока не убираю лист, потому что орхидейка питается этим листочком. Я так у Сизини не убирала листы. Она в этот момент, пока вытягивала силы из листа, у нее очень быстро вырос цветонос. Так и в этот раз. Иногда, когда от шеи лист желтеет, я, конечно, снимаю, смотрю, что там с шеей. Так, и вот. Сбросили мы бутончики. Видите, как много. Нет цветочков. А дальше она все-таки решила подцвести, порадовать меня. Примерно 6 или 7 цветочков будет. Молодец. Хорошо, что я не срезала ей цветонос. Будет так вниз свисать цветочками. Еще и снизу цветоносик из спящей почки проснулся. Так что должно быть красиво. Сюда я поставила 2 орхидейки, которые не цвели. Слева осенний ветер, а справа не знаю, как цветет. Я покупала не цветущую. Нарастила корешочки, листочки. Жду цветения. Еще я сюда поставила Кембридж на окно. Сменила им место жительства, чтобы зацвели. Так, еще здесь у меня стоит орхидейка. Не помню, как называется, подпишу. Посмотрела, Бернадетта называется. Тоже. Что, возможно, она зацветет. Этот цветонос каменной розы. В этот раз она меня решила не баловать. 3 цветочка и хватит. Но у меня там еще одна есть. Я же недавно еще купила каменную розу. Там и я отрезала магазинное цветение до спящей почки. Сейчас вам покажу. Вот эта красоточка. И вот ее цветоносик. И она пробудила спящие почки. И будет у нас цветение. Вот верхняя почечка, смотрите, уже как вырос цветоносик. И вот нижняя тоже торчит. Умничка.
Будем любоваться на цветение. До скорой встречи, до новых видео. Пока-пока.